Моджинг, почему вы так долго делали обновление? Моджинг, почему вы так мало сделали? Моджинг, да мы доделы сделали за неделю то, на что вы потратили полгода. Если вы сами никогда не говорили эти фразы, то наверняка слышали их от друзей или популярных блогеров и стримеров по Майнкрафту. Это все? И вы не представляете, как у меня, как у разработчика, от этого бомбит. В этом видео я постараюсь подробнее рассказать, что входит в процесс современной разработки и почему на самом деле Моджинг делает колоссальную работу. На русскоязычном ютубе почти нет каналов о Майнкрафт от профессионалов Java. Подписывайтесь и ставьте лайк. Расскажу еще больше об игре и модах с позиции разработчика. Давайте представим, что мы с вами вместе разрабатываем Майнкрафт и хотим создать новое обновление. Первый вопрос. Что мы хотим сделать? Мы садимся и начинаем накидывать идеи. От наших детских мечтаний до интересных механик, которые встретили в модах. В итоге у нас целая куча предложений, большая часть которых — бред сумасшедшего. И при попытке связать их с существующим миром игры, они терпят крах. Поэтому мы отбрасываем все, что не поддается глубокой проработке. Либо из-за дублирования, либо из-за слишком большой оторванности от мира Майнкрафта. Ура! Осталось всего пара сотен идей. Мы начинаем углубляться в каждую, обсуждаем, как можно было бы их реализовать, и рождаем еще больше интересных вариантов. Но даже пара сотен — это дофига. Времени не хватит, чтобы проработать каждую. Мы стараемся поверхностно определить самые перспективные. В команде появляются люди, которые топят за то, что им больше нравится, и приносят конструктивные и не очень аргументы, почему именно эта идея должна быть добавлена. После горячих дебатов остается десяток идей, но все вместе они явно работать не будут. Нужно, чтобы у обновления была определенная тематика, иначе оно покажется несвязанным. И вот, поборов все остальные, мы наконец выбрали направления и ключевые фишки, которые хотим реализовать. Для справки, этот этап обычно проходит прямо во время работы над текущим обновлением, или даже раньше. Ведь маркетологам надо прогревать публику заранее, а игроки хотят анонсов, и им интересно, что будет в будущем. Мы завершаем работу над текущим обновлением и выпускаем его в свет. Параллельно держим руку на пульсе, ведь в первые дни после выхода что-то может развалиться, и придется это исправлять в темпе вальса. Перевели дух, и кажется, все супер. Можно разрабатывать выбранные идеи. Но не тут-то было. Прибегает взъерошенный тестер и орет: «Ироды, вы что делаете? У нас после ваших предыдущих идей деградация производительности на 20% при генерации новых чанков. А еще вы мне, сволочи, обещали, что в этой версии поправите предыдущие 35 самых приоритетных багов, а поправили всего 5. И вот вы с недовольным лицом идете выбирать самые болезненные для большинства игроков баги, чтобы поправить их в следующем релизе. Параллельно занимаетесь более глубокой проработкой выбранных для обновления идей. Что это за проработка? Вам надо продумать поведение того, что вы решили сделать, согласовать это поведение с тем, что уже есть в игре, продумать, нужны ли дополнительные функции, коих в игре дофига. Вот только часть из них. Игровые правила, параметры настройки мира, команды для консолей и датапаков, возможности ресурс-паков, достижения, рецепты, учет в статистике, функции для людей с ограниченными возможностями и еще гора всего. А еще надо не забыть про локализацию на 140 языков, текстуры, звуки, модели, учесть различные игровые режимы, сетевую часть для взаимодействия с сервером. Я перечислил не все и углублялся не в каждый пункт, потому что одно только согласование с существующими механиками игрового мира и расчет баланса — это бездонная дыра. А за спиной стоит Microsoft со своим большим и толстым бедроком и шепчет на ухо: «Не забудь, что это должно удобно работать и на мобиле». И вот вы, почти окончательно охренев от такого количества препятствий, начинаете щемиться вверх по шторам. А нет, это из другого монолога. Но суть вы уловили. Допустим, мы справились с продумыванием всей этой фигни и смогли понять, что нам предстоит делать. Наконец-то можно все это реализовать, выпустить и дело с концом. Но есть проблема. Мы из плоти и крови, и наш мозг подвержен усталости, отвлечениям, внешним факторам. Все это приводит к ошибкам, и чтобы снизить их количество, в IT-индустрии давно придумали свои методики. Основная из них — тестирование. Все, что мы разрабатываем, надо тестировать. Даже проверить, что все реализовано так, как задумано, это колоссальный труд, если вы пишете что-то сложнее калькулятора. А еще надо проверить производительность, уязвимость безопасности, визуальную часть, не забыть про те десятки дополнительных функций, которые сопровождают каждую фичу в игре, и проверить их в множестве различных комбинаций. О, я чуть не забыл. Чем ближе обновление, тем больше надо греть аудиторию. А значит, параллельно с вашей работой маркетологи будут врываться к вам в кабинет с криком: «Валера, гони еще жареного!», утаскивать новые подробности к себе в логово и придумывать визуалы, формулировки, план публикации всех микроповодов, которые могут заинтересовать игроков. Посмотрите вниз. Какая там сейчас минута видео? А это я перечислил далеко не все, что входит в разработку обновления по технологической части. И да, я не работаю в Моджинг, чтобы на 100% полно описать их процесс разработки. Но я точно знаю, что как минимум то, что я описал, в их работу входит. И надеюсь, это дало вам ответ на вопросы, почему так мало и почему так долго. Но это только половина веселья. Ведь есть еще претензия. Мододелы сделали то же самое за 2 недели. Или мододелы делают больше и быстрее, чем
вы, сидя на миллионах наших денег и кушая красную икру шалкерами? На вторую претензию отвечу кратко. Большие оригинальные моды проходят все то же самое. Если вы видите новый мод, в котором сразу много всего, и он классно работает, скорее всего, разработчики уже год потратили перед первым релизом. И это при том, что 99,9% модов не заботятся о том, чтобы полноценно поддержать все дополнительные функции. А на претензию про то, что можно сделать то же самое в 100 раз быстрее, ответ гораздо неочевиднее. Потому что люди обычно не берут данный нюанс в расчет. Дело в том, что они делают это в первый раз. Да, именно в первый, в отличие от тех, кто переносит уже созданные механики на старые версии игры. Там не нужно думать про практически все, что я перечислил в первой половине видео. Нужно всего две руки. Одной держишь, другой обводишь. Разработка — это на самом деле не про код. Рабочий код написать может любой дурак. Конечно, в зависимости от крутизны разработчика, это может быть быстрее и лучше. Но так, чтобы просто работало, много ума не надо. А вся тяжесть создания нового ложится именно на этап продумывания того, что мы будем реализовывать. Каждая связь между механиками, каждая единица в балансе, внешний вид, звук, множество других факторов очень важны. Ведь компьютер — это просто тупой исполнитель. Все, что вы ему конкретно не объясните, он делать не будет. И глядя на пиксельный кубический мир, вы всегда должны помнить, что за каждым этим кубиком стоит огромное число идей, которые были проработаны, потом переработаны множество раз, а еще большее количество идей были придуманы, но проиграли тому, что вы видите перед собой. И судя по тому, что мы все еще играем в игру, которой уже 15 лет, это отличные идеи.